Мне очень часто прилетают комментарии на YouTube-канал, а что можно делать и чего нельзя делать после инсульта. Мы разберем распространенные ошибки, чего не стоит делать ни в коем случае, если у вашего родственника или у вас возникло это грозное заболевание. Меня зовут Эдуард Якупов, я профессор-невролог и врач с более чем 30-летним стажем. Первое, что нужно хорошо представлять себе, что после инсульта, да, это тяжелое неврологическое заболевание, никогда не стоит залеживаться. Возникает так называемый bed rest синдром, синдром залеживания. И это очень распространенная ошибка, и которую допускают не только родственники или сами пациенты, но и врачи. Пациенту говорят, вам надо лежать, 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 ни в коем случае нельзя вставать. Так вот, все современные рекомендации в нейрореабилитации говорят о том, что если у человека стабильная гемодинамика, то есть стабильные показатели артериального давления, сердечного ритма, то необходимо в кратчайшие сроки начинать нейрореабилитацию, то есть поднимать пациента. Что значит кратчайшие сроки? То есть это буквально на следующие сутки, у американских врачей есть такая методика, уже стоит посадить пациента, а то и разрешить ему вставать. Подчеркну, при нормальных цифрах артериального давления, то есть стабильной гемодинамики и отсутствии угрожающих витальных расстройств. Второй момент. Когда я подхожу к пациенту, который долгое время лежит в палате, первое, что очень часто я чувствую, это запах. Запах давно немытого тела. И проблема личной гигиены пациента в том, что, конечно, он сам не может умыться, почистить зубы, выполнить определенные простейшие элементарные моменты, связанные с личной гигиеной. Это должны сделать ухаживающие или родственники. Но они, проще говоря, забывают это и считают, что вот пациент, он должен лежать, мы его не должны трогать. Неправильно. Первое. Каждые 2 часа пациент должен поворачиваться в постели. Или вы его поворачиваете в постели, подчеркну, это в том случае, если он сам не в состоянии подняться. Второе. Каждые 12 часов вы омываете, очищаете тело человека. Это очень важно, потому что у лежащего пациента очень изменяется микрофлора, изменяется состояние иммунитета, и он легко подвержен, простая царапина, дефект кожный может вызвать пролежень. То есть он легко подвержен вот этим моментам, которые в итоге могут привести к необратимым серьезным последствиям. И даже если пациент без сознания, пожалуйста, очищайте слизистые покровы. И таким образом формируется правило 2, 4, 12. Через каждые 2 часа пациента поворачиваем в постели. Через каждые 4 часа очищаем слизистые и каждые 12 часов очищаем его тело. Обычная губка, смоченная в чистой воде, поможет вам избежать многих проблем с вашим родственником. Третье правило. Не кормите пациента в лежачем положении. То есть я имею в виду, когда пациент лежит, и вот берут ложку родственники и начинают забрасывать в рот лежащему человеку пищу. Ни в коем случае этого делать нельзя. Посадите пациента. Если ему трудно сидеть, поднимите головной конец кровати так, чтобы он находился вот в этом сидячем положении. Идеально, если человек, перенесший инсульт, принимает пищу рядом с кроватью, вы его пересаживаете. Да, это трудно, но лучше, если он сядет в другое место, отойдет от этой кровати и около столика будет принимать пищу. Или, сидя в кровати, это делайте. Почему это важно? Дело в том, что бывает частая ситуация, когда у пациента нарушается глотание или в силу определенных обстоятельств он не чувствует, нарушается ведь чувствительность после инсульта. И если пациенту забрасывать ложка за ложкой пищу, то он может ее не проглотить, а может возникнуть аспирация дыхательных путей и возникает аспирационная пневмония, а это серьезная проблема и возникновение интеркуррентной сопутствующей инфекции, которая может привести и к смертельному исходу тоже. Еще очень важная деталь. 4-я ошибка. Зачастую пациенту, который перенес инсульт, и у него возникла слабость в руке, плюс спастический компонент, повышенный мышечный тонус по спастическому типу, как говорят неврологи, ему суют в руку эспандер или мячик. И вот давай двигай рукой, наминай, что называется, этот мячик, быстрее будет восстанавливаться подвижность в этой руке. Это частая ошибка. Таким образом вы увеличиваете спастический компонент.
Да, физические упражнения необходимы, они безусловно важны, но под контролем опытного инструктора ЛФК, врача ЛФК, эрготерапевта, который правильно выстроит нейрореабилитационную программу. Опять-таки я подчеркиваю, что вам необходима консультация и сопровождение в течение длительного времени инструктора или врача ЛФК. А если вы будете самостоятельно давать этот мячик, нагружать пациенту пораженные конечности, вы можете принести ему большой вред. Наконец, очень важный момент. Я захожу в палату и вижу, лежит пациент после инсульта, рядом сидит его родственник и смотрит на него и говорит: кушать хочешь? Нет. Пить хочешь? Нет. Все, сидим дальше. Час, два, три. Это неверно. Скажете, а что тут неверного? Дело в том, что, например, в клиниках Европы, и не только Европы, кстати, в ведущих клиниках Российской Федерации тоже, с пациентом занимаются постоянно. То есть у него перерыв на ночной сон, дневной сон или отдых, на прием пищи. А все остальное время, так или иначе, он находится в состоянии вот этой программы реабилитации. И вот, скажем, утром он выполняет лечебную гимнастику, дальше лечебный массаж, дальше эрготерапевтические мероприятия. Он восстанавливает обыденные движения. Открыл-закрыл ключом дверь, поднял телефонную трубку, набрал телефонный номер, защелку открыл-закрыл и так далее. Дальше умственная какая-то деятельность, задачи на развитие когнитивных функций, работа с психологом и прочее, прочее, прочее. И кроме того, что вне работы эрготерапевта, инструктора ЛФК этого стационара, этой больницы, вы сами тоже должны работать с этим пациентом. Не вот эти 15 минут лечебного массажа или физиотерапии, вот поработали и ладно, до следующего дня, а вы тоже участвуете в этих реабилитационных программах. Ведь недаром во всех европейских рекомендациях важным компонентом лечения является вовлеченность родственников пациента. Да, врачи и медицинский средний персонал должны работать с этим пациентом, но и вы тоже должны помочь своему близкому. Тогда эффективность реабилитации будет многократно выше. И в заключение, на нашем YouTube-канале есть отдельные лекции, посвященные инсульту. Ведь предупредить, профилактировать это грозное заболевание легче, чем потом лечить и восстанавливать этого пациента. Это истина. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить важные знания, важные моменты о вашем здоровье и профилактике заболеваний. Будьте здоровы!